Ты хочешь, чтоб я спланировал убийство мастера Митраса? Я? Убийство нашего возлюбленного лорда? Никогда. Изыди, аргонянин. А, действительно, это были просто болезни. Давненько ничем не заражался. Даже странно. Сеньоры и сеньориты, приветствую. С вами сэр Холмс, Моровинд, Тамриэль Ребилд, Раньон Рун. И сегодня на повестке дня отель Раньон, местная башня местного лорда Тилвани. У меня к нему целых два дела на самом-то деле. Первое, это нужно запросить у него меч. Но меч он мне, наверное, просто так не даст. Второе дело. Ходят слухи в городе, что он обеспокоен упавшим доходом с эбонитовых шахт местных. И я думаю, порешив это дело, можно будет поговорить с ним о мече. Что, кстати, читаете? Может, что-то еще местные скажут. Ну, они прям, да, тут совсем меня не любят. Парламент обещал послать некоторых дополнительных рабов, чтобы помочь нам в шахте. Я не имею в виду никакого-то неуважения, но сомневаюсь, что от них будет какой-то толк. Ну, попытайся насладиться своим пребыванием здесь. Походи по краям скал, вдохни глубоко и посмотри на горизонт. Смотри на вещи с разных точек зрения. Это помогает. Понятно. Speak, traveler. Красивая броня. Enforcer. Так, ну это все еще не... Speak, traveler. Стеклянные доспехи, вау. Клинок такой же, как у меня, прикольно. Ха. Ну ладно. С тилванцами, наверное, лучше сразу начинать с... Сейчас стало интересно, есть ли у меня что-то на повышение привлекательности? Так, ну тут харизма. Попробуем. Больше харизмы. Ну и амулет медовых уст. Ну давай, рассказывай, что у тебя на уме. С чем явился аргонянин? Говоришь, есть дело по поводу Натеи? Так что там с ней? Рассказать ему, что Семет попросил меч. Что ж, сознаюсь, я этого не ожидал. Семет и Натея. Но, тем не менее, я это одобряю. Вот,
возьми меч и скажи Симету позаботиться о ней. Или я заставлю его сожалеть о том, что он играл с ее сердцем. Я еще слышал, что у вас тут проблемы какие-то. Как-то плохо получается, лучше не рисковать. Пока что я не выиграл ничего в этом плане. А вот, шарм 40. Дедала, сплендер. Давай, не скрывай. Мы ж, по-моему, тут неплохо разговорились. Послушай, Холмс, я управляю Раньон Руном и шахтой. Если у меня не будет времени, шахта не сможет работать, и Раньон Рун погибнет. Как ты можешь наверняка понимать, мы тут как раз испытываем нехватку времени, поэтому покуда ты не собираешься тратить мое время понапрасну, я предлагаю тебе уйти. Телуанцы такие телуанцы, даже при отношении сотка, да? Так что там с шахтой-то? Ну ладно, хорошо. Вижу, что ты знаешь, о чем говоришь. Доход от эбонитовой шахты действительно истончается. Но боюсь, что я не могу доверить кому-то вроде тебя со мной работать. Я едва тебя знаю. И ты... не выслужился ничем перед домом Тилвани и не сделал ничего в прошлом, чтобы помочь моим гражданам. Ну, видимо, да, это еще не так просто все. Бонитовая шахта, если быть точным. Источник дохода для рунских граждан и главный столб местной экономики. Учитывая количество моих обязанностей как управленца этой местности, я не могу посвящать всё свое время шахте, поэтому я выбрал пару меров, чтобы помочь мне. Но в последнее время вещи не так уж хорошо идут. Ну да, они показали себя хорошо. Мерисун Варен был назначен координатором шахты, и его можно найти обычно там. Азария Телас живет в городе, и на ней полная ответственность за финансовую часть. Он не был лучшим выбором на самом-то деле, но ему надо смириться с фактом, что знатность не означает просто сидеть и хлестать рабов, чтобы они за тебя работали. А что по поводу Раньон Руна скажешь в целом? Милый городок, не правда ли? Были времена, как бы то ни было, когда Раньон Руна лучше было держаться стороной. Я сконцентрировал мои усилия, чтобы сделать его тем, что он есть сейчас. Я не остановлюсь до тех пор, пока не увижу, как сделать еще лучше. Ну да, он выглядит адекватным, этот управленец. Садрит Мору отсылает. Поговори с Артом в совете дома Тилвани в Садрит море. Понял. А Шамол это что?
Это один из моих доменов. Маленькое традиционное велатийское пещерное поселение в горах Малкатх. Шамул можно найти, если идти по дороге на северо-запад отсюда, на северо-восток, то есть. Я могу пометить на карте. Да, у меня уже он отмечен, спасибо. Как присоединиться-то к вам? Тоже в Садрит Мору надо, да? Может быть, сгонять туда, действительно. Или не спешить. Подумаю на досуге, в общем. Ладно. О. Отсюда тоже неплохие виды у нас. А это что? Башня Митроса. А тут есть что почитать, кстати. Пожалуй, воспользуюсь случаем, но надо выбрать. Дайте-ка подумать. Ну вот, тут как раз есть, во-первых, Тамриэль Ребилдовская книжка. Еще не переведенная господами, дамами из Morrowind Full Rest Repack. И она в тему. Это карты как раз этого региона, чтобы я смог сориентироваться, куда идти. Карты Малагриада. К востоку от Тельморы, за внутренним морем, расположен Firewatch, город-застава Империи. Странники найдут здесь услуги имперских гильдий, гостеприимное заведение для отдыха и торговцев с отличными предложениями. Редкость в Тилванисе. Firewatch прославился своим гигантским маяком, но в нем также находится одна из крупнейших общедоступных библиотек во всем Восточном Тамриэле. Из Firewatch'а дороги ведут на север к Балойре и на юг через извилистые горные перевалы к Раньон-Руну. За окружающими Firewatch горами расположилась Тель-Уада, величественный тилванский город, который будто плывет над стремительными потоками реки Босуада, впадающей в залив Дуннечи. Странникам лучше не привлекать к себе нежелательного внимания, поскольку лорды и волшебники Тилвании не любят посторонних. Балойра, оживленный рыбацкий городок на оконечности полуострова Далмалак, когда-то послужил важной остановкой для имперского флота во время злополучного вторжения императора Уреля V Септима на Акавир. Хотя флот больше там не располагается, Балойра остается сугубо имперским городом, где торговцы с радостью встречают щедрых авантюристов. Полуостров Нидвейсра, необитаемое пространство, простирается от Firewatch'а на северо-запад к островам Шигарат и отделяет северо-восточное внутреннее море от залива Нолубал. Полуостров является собой в основном нетронутую дикую местность. Странникам было бы разумно оставаться к югу и востоку от Firewatch'а. На южной оконечности гор Малкат располагается Раньон-Рун, городок на речном берегу, остававшийся относительно безмятежным на протяжении всей истории Моровинда. Дальше на юг и восток вы найдете Латанис, оживленный грибной Садрит, портовый город, расположившийся у бухты Небет. Из Латаниса можно добраться до других поселений вдоль Подамайского побережья на лодке или Риверстрайдере. Да, хоть и простенько, но интересно написано. Вот, например, не знал, что именно отсюда, откуда-то из этих краев император Урель V, да, там планировал свое путешествие в Акавир, свою экспедицию. Вот, так что, кому интересно, да, можете тоже ознакомиться, рекомендую. Вот, а тем временем, что, у меня меч, да, есть в инвентаре теперь. Выглядит не очень ценным. Немножечко не хватило реакции. Сначала я подумал, что
смогу опуститься туда без проблем. Но потом понял, что высоковато. Кстати, интересно сделан Силдстрайдер. К нему такой подход через интерьер. Как они тут это обустроили все. Ну, я полагаю... А мне интересно, если ему меч отдать, может, он сам сможет передать его своей подруге? Вряд ли, но попытаю счастье, так сказать. Speak, traveler. Haven't I heard of you? Не жду, не дождусь, когда Натея покажет мне ее настоящие цвета. Но True Colors — это, наверное, какое-то устойчивое выражение в английском. Показать, ну, типа, истинную себя. Может, вы знаете более точный перевод. Да, надо самому ей нести меч. Speak, traveler. А что тебе нужно, Ты пришел от имени Симета? А с чего бы он тебя ко мне послал? И что это? Боги! Меч моего отца! Это послал Симет? Но как? Нет, это не важно. Совсем не важно. А не мог бы ты, пожалуйста, сказать, что я бы хотела с ним встретиться? При первой же возможности. Я хочу благодарить его. Отлично. Kill that. Ну, у меня для тебя хорошие новости, дружище. Есть новости, Холмс? Ты сделал это? Это невероятно. И Натая хочет меня отблагодарить лично? Ты только что сделал меня счастливейшим человеком, дружище. А этого я не забуду. Вот, возьми это. Это немного, но в руках искателя приключений вроде тебя может оказаться настоящим сокровищем. Карты островов Тилуани. Ладно, спасибо. Почитаю потом. Благодарю тебя снова. И приходи, когда захочешь. Я буду рад с тобой поговорить. Так, ладно, давай к делу по поводу клеветы в отношении местных торговцев. Да, я знаю о Синсале Недреме и его клевете. Вот, и так как ты помог мне сблизиться с Натеей, я тебе скажу, что я задумал, какая у меня есть идея. Но учти, что это не очень законно будет. Если кто-то спросит, ты никогда не говорил со мной по поводу Синсала. Хорошо? Отлично. Вот что нужно сделать. Направляйся к Кирли Натрион и попроси ее сварить тебе яд. Сильный. Или зелье. Нет, подожди, это яд. Да, это яд. Покажи его Синсалу Недрему и убеди его... использовать против мастера Митраса этот яд. И сделай это на глазах у постояльцев танцующего кувшина. Все мы уважаем мастера Митраса, и когда они услышат о таком злостном плане, они сами выпнут его из города. Я в этом не сомневаюсь. А теперь вперед и удачи.
Да, я помню, что мне все еще где-то надо найти серебряный меч. Так. Сварить яд. Это к алхимику, да, надо? Я, кстати, к ней заходил по пути. Продал ей там всякие вампирские пыли. Я, кстати, забыл, что я ее запугал нечаянно. Она такая... Первая же реплика: убирайся отсюда, смотрю, отношения 9. Но я уже достаточно неплохой переговорщик и восстановил аж до 78 отношения. Добро пожаловать, Холмс. Тебе удалось заткнуть рот этот клевещущий Синсала? Семет хочет, чтоб я дала тебе яд? Сильный? Я не понимаю, но если так говорит Семет, вот, держи, будь осторожен. Смертельный яд добавлен в инвентарь. Где? Его можно выпить, да, наверное? Высосать здоровье. Да, нормальный яд. 300 хп. Он бы меня убил, кстати. Так, мне же не сюда. Давайте пробовать. Там еще дело в том, что теперь этот меня тоже не любит, но я могу его еще позапугивать. Хасилий забрался сюда. Достаточно, говорит. Да ты давай не... Что-то не работает, слушайте. Вот сейчас начало работать. Давай, не пытайся мне тут. Что тут, как себя ведет Хасилий? Нормально? Хорошо. Торговать все еще нельзя. Так, ну я полагаю... Ладно, мастер Митрас. О чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я спланировал убийство мастера Митраса? Я? Убийство нашего возлюбленного лорда? Никогда. Изыди, аргонянин. Я больше не потерплю никакой клеветы. Дай мне сюда. Вот. Эту бутылку, и... Она больше никому не навредит. Ну, мы будем надеяться, что постояльцы поняли это по-другому. Это не сработало. Он взял яд и сломал, разбил бутылку перед глазами публики. Надо снова поговорить с Семетом. Speak, traveler. Добро пожаловать, Холмс. Можешь оставаться здесь, наслаждаться видом сколько хочешь. Но Тая теперь больше не будет возражать. Забавно. А я разве не говорил? У нее чувство есть после всего. И чувство ко мне в том числе. Замечательно, но у меня проблемы снова с этим... Синсалом, или как там его. Ага. О. Судя по твоему виду, я могу догадаться, что произошло. Не переживай, у меня есть другой план. Пойди к Мирисун Варен. Прям в шахту. Мирисуну, да? Он старый друг, мой старый друг, и он нам поможет.
Попроси у него кусок эбонитовой руды и используй его, чтобы выставить сенсала. Ну или убедить его в краже, что-то такое. Когда постояльцы это услышат, он обречен. Стражник в шахте. В шахту теперь еще переться. Так, да, мне сюда. Так, пока я отсюда не ушел, я хотел еще в храм зайти все-таки в местный. Как тут у вас темно, да? Святилище трибунала. На тот случай, что, возможно, тут есть... Еще какие-нибудь учителя? Walk with virtue, Outlander. Я заведующий храмом в Раньон-Руне. Хотя... Я недавно назначен мастером. Я... не такой уж неопытный в делах районов Тилвани. Как бы то ни было, я все еще не могу перестроить себя, чтобы терпеть вот эти все нападки Тилвани, имперского культа. Но меня бы не назначили голосом храма в регионе Тилвани, если бы патриарх не верил, что я смогу преодолеть все эти трудности, с которыми я здесь сталкиваюсь. И мне стоит видеть определенный комфорт в его уверенности. Вот может он что тут расскажет еще. Нет, все еще то же самое, все. Ладно. Добро пожаловать, чужестранец, и будь благословлен, трибунал. Я Террис Вуро, крестоносец дома Индарил и страж этого священного места. Не только храмы считаются священными местами, но также и места, в которых находятся святилища или статуи богов трибунала. Не выказывай неуважения к этим местам, чужеземец, или ты столкнешься с последствиями. Понятно, спасибо. Greetings, Outlander. I think I've heard of you before. Those boots are ruined. Ну, кто-то тут прям зачитывается книжками. Урок века. Я, наверное, уже все полапал. Давненько от лапания уроков века у меня навыки не повышались. Красивая такая дымка тут голубоватая. Ну ладно, окей, тут нет ничего интересного. Мне, похоже, действительно надо драпать в шахту. Да, я полагаю, нужно пройти тем же путем.
по которому я прошел эпизодом ранее, 2 эпизодами ранее. Но на этот раз в обратном направлении. Чтоб совсем уж не повторяться, можно пройти здесь. Да, все-таки красиво здесь. С травой так вообще. Вон нам какая-то пещера, кстати, еще. Я не забываю о своей истинной миссии, знаете ли. Найти каменные кристаллы. И я думаю, что имеет смысл залезть еще и в эту пещерку. Давайте попробуем. Тем более тут Полиснабад. Классное название. Тем более, что тут они довольно интересные даже. Ну, пока что у меня хорошие предчувствия. Несмотря даже на это. Выглядит вполне себе как место, способное заспаунить мне каменный кристалл. Старые ворота. Это шахта по добыче. О, двемерские руины здесь. Ну ладно. Что ты здесь делаешь? Не уверен, что тебе сюда можно, друг. Мы тут заканчиваем... Ну, в общем... Миссию по раскопке двемерских руин. Уже заканчивали, но... часть пещеры обрушилась, пока они... выкапывали последние кусочки стеклянной руды. И всего лишь несколько из нас по-прежнему здесь. Большинство ушли. Я сказал слишком много, тебе нужно уйти. Ну, подожди, может я как-то мог бы помочь? Это же интересно. Смотри, действительно, двемерские руины, стекло. А что в ящиках? Двемерские артефакты. Ну да, логично. Чё, правда? Ты, может, все-таки... Нет, ладно. Стража. Может, что... Стоять, гражданский. Эта шахта закрыта приказом Имперского археологического сообщества. А здесь проходят важные раскопки. А теперь уходи. Или мне придется сопроводить тебя в ближайшую тюрьму. Никто из нас этого не хочет, так ведь? А теперь я проведу тебя на выход. И не предпринимай никаких забавных вещей или... Серьезно? И ты за мной пойдешь? Да ладно. Так, ну окей, а если б я сначала туда пошел? А не к этому стражнику. Вот он завал. Куча стекла.
тут завал. Ну окей, ладно, я тогда просто вернусь к тому месту, откуда надо идти дальше, в сторону шахты нужной нам. Там я, ну, то есть пройду те места, по которым уже ходил. А, это тоже у нас засыпано. Ну, я полагаю, что здесь должна быть где-то шахта. И ты будешь нападать, да, на меня? Так, что-то... Frostbite. Soul Trap мне нужно. Не, наверное, все-таки я не буду шапки назначать на быстрые клавиши. Так, а я, наверное, справлюсь с дейдрическим оружием. Так, и в какой камень душ ты лезешь? Ах, великий, зараза. Так, а что со мной? Проклятие Калерона. Так, а я могу снять это с себя? Что-нибудь там про диспел есть? Да, есть прям 100. Давайте попробуем. Не сработало. Это проклятие. А может, оно так не снимается? Попробуем вот этот свиток еще. Ну, хотя... Не, он мощный, может сработать. А, подожди, это на цель было. Ой. Хорошо, а если... Отлично. Вообще, я на самом деле не уверен, что шахта здесь, но... Это, мне кажется, плюс-минус логичным. Замечательно. Черт. Короче, с этими ребятами лучше... Коричневая гниль, тряска. Лучше не связываться в ближнем бою, понял. Давненько. Ну это болезни получается. Неужели? Вообще-то больше на проклятие похоже, да? Так, ну явно не отрава. В общем, не вижу вариантов, кроме как попробовать... А, действительно, это были просто болезни.
Давненько ничем не заражался. Даже странно. Это, наверное, просто слишком жесткие вот эти вот ребята, нежить это. У меня такое впечатление, что они там ищут шахту. Может, стоило поспрашивать местных. Хотя... Перевал Раньон с нежитью. Вот это, кстати, может показаться шахтой. Интересное дерево такое. Firewatch. Что-то как-то все завалено в этих краях. May I help you? А, это Сорвани. Это я пришел в деревушку. Видимо, еще и подземную. Да? Добро пожаловать, чужеземец, на кротокрабовую шахту Сорвани. Ты ищешь кого-то конкретного, или, возможно, ты захочешь помочь мне с доставкой кротокрабовых панцирей? Что это за место-то? Вот это вот главная шахта прямо перед тобой, за этой дверью. Это большая яма, полная кротокрабов. Там они размножаются, там их собираем, убиваем и снимаем с них панцири. Продаем их яйца, мясо, их, собственно, панцири. Ладно, а кто тут интересный? Два наиболее важных человека для посетителя вроде тебя — это Малдин и Нит, наш управляющий, и Брадасоу Гилвани, наш кузнец. Найдешь обоих внутри. Ну что у вас здесь слышно? Да, особо ничего. У нас нет тут времени для болтовни. Маленький совет. Если тебе нужно выпотрошить кротокраба, нацепи полный шлем. Даже когда ты думаешь, что они мертвы и можно приступать, у них все еще есть в запасе спазмы последней минуты, так сказать. Как раз, которых хватает, чтобы напасть на тебя. Это не совсем неприятно, потому что снять их панцирь — это кропотливая работа. И тебе приходится поднести свою голову достаточно близко к их правой клешне, чтобы они могли тебя ранить. Про Дедра я уже слышал. Это я тоже слышал. Мы с этим городом не торгуем, с Раньон-Руном. Ну надо же. Я совсем не туда пришел. Тут даже торговых связей нет. С Телюадой и Латанисом мы торгуем. Так, ну, замечательно. Ладно, вы знаете, это как раз тот случай, когда я, наверное, не буду заморачиваться и... следовать принципу, раз уж пришел в поселение, то изучай его как следует. А на кротокрабов я, пожалуй, взгляну. Что тут яма с кротокрабами, да, у вас? Вау. Неплохо выглядит. Кстати, даже огромные там есть.
Вот, и я, пожалуй, вернусь, да, May I в этот Раньон, да, Раньон Рун. Может быть, даже... Нет, знаете, я, наверное, не буду рисковать опять вмешательство в Альмсиве, а то телепортнусь еще куда-нибудь. Искать шахту там. Вот, и знаете, наверное, следующий эпизод начну как раз оттуда прям. Всю беготню оставлю за кадром. Вместе с вами найдем эту шахту. Вот, а да, пока что будем закругляться. Спасибо, что смотрели. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Лайки, подписки, комментарии. Спасибо, пока-пока.